Всем привет, друзья, с вами Аледжо, и сегодня мы посмотрим онлайн-поединки одного из лучших лавоводов мира, Андреса The Boss. На текущий момент наш герой занимает 42 место, неоднократно он заканчивал сезоны в топ-200, и играет он очень нестандартной вариацией, гончая с императрицей духов. Изначально лучшим лавоводом мира по праву считался Ночная Фурия, ну и также очень высоких результатов добивался игрок под ником Убийца. Наверное, не все уже его даже вспомнят, но это было на заре Clash Royale, но вот относительно недавно был пик популярности таких игроков как Gravity, Karl the Legend, они активно боролись за топ-1 мира и попадали в мои ролики про конец сезона. Сейчас титул лучшего лавовода мира практически открытый, и на эту вакансию по праву претендует Андрес The Boss. Смотрите, какой сейчас урон по правой стороне проходит. Скелетики с надгробия, плюс костяные дракончики и фактически минус вышка. Соперник совсем забил на оборону, и скелетики с надгробия сносят башню почастую. Он идет в атаку, пека плюс Гоблин-гигант. Очень интересная колода у нашего оппонента. Эта дека была популярна примерно полгода назад, потом она полностью исчезла из меты, но сейчас немножко Гоблина-гиганта усилили, и опять эта дека возвращается. Но размена по сторонам не будет, все пока что в пользу Андреса The Boss. Это очень сильный игрок. Да, вначале он шел вообще в топ-20 мира в этом сезоне, Андрес The Boss, но сейчас он, к сожалению, немножко тильтанул, долго не получалось у меня про него снять видос. Ну и когда наконец-то все получилось, наш игрок уже немножко скатился. Ну ладно, все равно мастерство не пропьешь, как говорится. Соперник опять идет в очередную атаку, снова ставит с конца карты пеку, но Андресу даже не приходится ни гончую выпускать, ни шарик запускать. Фактически просто защищаемся и все. Но скорее всего сейчас мы вряд ли здесь защитимся, потому что опять идет очень мощная атака, хороший фаербол на миньончиков, ну и скорее всего это будет минус вышка. Интересная вариация у Андреса. Я недавно снимал тоже про очень сильного лавовода, он тоже там играл в вариации с императрицей духов, но у него даже шарика не было, просто гончая плюс императрица. Тут у нас все-таки шарик есть, он будет последней картой. Кстати, классная колода Андреса, мне она очень понравилась. Смотрите сейчас какая мощная атака, гончая, шарик, еще костяной дракончик выживает. Скорее всего сейчас соперники вторую вышку потеряют, миньонов мы убиваем. Да соперник вообще какой-то странный, ему на защиту абсолютно наплевать. Хотя, с другой стороны, ему воздух контрить кроме миньонов нечем, он все делает правильно. Но вряд ли он что-то сможет здесь делать. Кто кого быстрее на трешку сейчас вынесет, давайте смотреть. 2-2 счет, разменялись боковыми вышками. И кто кого быстрее снесет на 3 короны. Очень у нас эпичный старт видоса, и все-таки Андрес здесь быстрее. Он побеждает со счетом 3-2, но это было просто феерически. Друзья, если вам нужен пас-рояль, новый герой Темный Принц или герой Вышибала, я вам хочу порекомендовать одну крутую штуку. Есть сервис Hornybox, где цены на донат Clash Royale реально ниже, чем в официальном магазине. Никаких скрытых комиссий, все прозрачно и без переплат. Пополнение Steam там тоже по самым вкусным ценам. Процесс происходит 2 клика, заказ улетает моментально. Все просто и надежно. Там можно закупиться не только для Clash Royale, но и для Brawl Stars, Clash of Clans и многих других крутых игр по тем же выгодным условиям. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Да, конечно, очень обидно, что куда-то пропал Karl the Legend, потому что это реально был один из сильнейших лавоводов мира, я снял про него кучу роликов, но вообще сейчас в Clash Royale, если можно так выразиться, произошла смена поколений. И многие легендарные игроки, многие топы, которые там феерили лет 5 назад, занимали высокие места, сейчас либо полностью забили на эту игру, либо стали очень неактивными. Например, тот же Анабан, Макариус, и можно привести еще много таких примеров. Легенды потихоньку отходят, но зато появляется новое талантливое поколение. Например, Андрес The Boss, например, энтузиаст какой-то сейчас нам противостоит. Это у нас, кстати, битва 2 лавоводов, и у нашего соперника очень такая интересная вариация с бездной. Я не знаю почему, но сейчас гончая в топ-500 мира просто безумно популярна. Вот я наблюдал за Андресом, и ему куча противников с гончей попалась, я не знаю. И при том, что у каждого своя вариация.
императрица. Кто-то там играет шахтером, кто-то с императрицей, кто-то с шариком. Ну, не знаю, у каждого свои вариации, но мне нравится именно дека Андреса. У него очень такая прикольная вариация. Сейчас он закинул гончую, очень это было неудачно, потому что у соперника пламенный дракон. Я не знаю, почему сейчас Андрес на пламенника не реагирует, он что там вылетел? Нет, все-таки полетел разряд, но такой прикольный момент был. Пламик присосался, наш игрок ничего не делает. Я думал, он там что, уже вылетел, либо сдался. А он потом просто кинул разряд и все. И самое главное, нам тут не подставляться под бездну, потому что соперник своей бездной будет пытаться выловить нашу императрицу. Я вообще не понимаю феномен этого заклинания. Оно было там никому не нужно года 2. Это бездна. А сейчас с ней многие стали играть. Почему так? Ее же не улучшали. Вот снова полетела бездна на императрицу духов. Пытаемся ее защитить. Поставили дракончика. Соперник подкинул снежок. Но наша императрица духов все-таки зарешала. Пока что все в пользу Андреса. Да, он минимально проигрывает, но по сути я вижу больше шансов именно у Андреса. Закидывается комбинация гончая плюс шарик, соперник ставит своего пламика. Но я думаю, за счет императрицы плюс разряда мы сейчас этого пламика без проблем пройдем. Даже разряд нам не нужен. Вот она, бездна полетела на шарика. Ну что, бездна поможет? Ну, в принципе, немножко помогла. Шарик там сделал всего лишь 2 тычки. Но императрица наваливает. Гончая там долетает. Очень хорошая защита от Андреса. Я не знаю. Для меня, конечно, сложно комментировать противостояние гончая против гончей. Но вот сейчас, скорее всего, это будет конец. Валькирия плюс шарик. Нужно как-то остановить этого пламика. Бездна закидывается. И вот бесполезная бездна сопернику не помогла. Легкая победа. А дальше у нас на очереди очень интересный соперник под ником Please Nerf Hog. То есть он просит ухудшить всадника на кабане. А я хочу напомнить, что существует такая легенда, что Хога уже не изменяли ровно 5 лет. То есть эта карта не подвластна изменениям баланса. Я, конечно, этот факт проверять не буду, но звучит он очень интересно. А еще интересно звучит то, как на нас бегут эти рекруты с тараном. Я не знаю, что сейчас за мода пошла, но стали популярны колоды, рекруты плюс таран. Это такая, можно сказать, какая-то безумная тактика с низких арен. Раньше такие тактики вот были на низких кубках, на средних кубках, а сейчас ими не брезгуют даже топ-игроки. И это еще раз доказывает тот факт, что в топ-200 мира можно прорваться практически с любой колодой. Я не знаю, сейчас Clash Royale настолько изменился. Вот раньше, чтобы попасть в топ-200 мира, ты должен был брать мета-колоду. А сейчас на таких высоких кубках очень много попадается игрочков с какими-то странными деками вообще там. И обычный голем плюс эликсирный голем, 2 ведьмы, не знаю, рекруты плюс таран. Какие только деки сейчас в топ-200 мира не попадаются. Поэтому немножко у нас изменился Clash Royale. Раньше, вот лет 5 назад, это было попросту недопустимо. Очень неприятная, конечно, колода у нашего соперника. Очень много там наземных юнитов, сложно будет Андресу защищаться. Постоянно он терпит эти тараны бешеные, эти бешеные всякие рекруты, плюс рыбак подкидывается, и вышку мы уже фактически потеряли. Всего лишь 663 хп. Еще ни одной атаки наш игрок не провел, ставится бабушка. Соперник пытается добить правую сторону, не хочет он там юзать свою молнию. Но сейчас, кстати, очень грамотная надгробие, и скорее всего сейчас Андрес попытается эти 600 хп как-то удержать. Я не знаю, зачем он в них так сцепился, но, наверное, в этом есть какой-то смысл. 323 хп, по другой стороне летит у нас гончая плюс шарик, можно прожать шарик. Я вот заметил, что Андрес очень редко этот шарик прожимает, хотя у него геройская версия. Наконец-то он его прожал, уничтожаются мини-генераторы, бабушка мешает, мы теряем вышку. Произошел такой вот размен по сторонам. Все хорошо для Андреса. Хотя начало поединка было очень такое опасное, потому что мы фактически вышку потеряли, но сейчас мы потихонечку камбэчим. Прожимается у нас король скелетов. Надо сейчас качественно защищаться, но Андрес потихоньку этот поединок перевернул в свою пользу. Ну, понятное дело, что сложно нам будет, потому что надгробие, а прямая контра надгробию бабушка, куча спама у соперника. У нас из наземных юнитов, по сути, Валькирия. Поэтому тут надо
очень такой момент подгадать, чтобы поставить вовремя гончую. Если мы поставим гончую, когда у соперника хороший цикл карт, не вовремя мы ее поставим, то мы сразу же пролетим. Поэтому Андрес выбирает подходящий момент. Он всего лишь один раз за поединок поставил гончую, но какой-то был раз. Это сразу минус вышка. Соперник просто накидывает все подряд, как будто бы бездумно играет, делает ставку на своих рекрутов. Атака по двум сторонам очень сильно сейчас решает Императрица Духов. Я рад, что появилась у нас такие вот колоды гончая плюс Императрица. Мне нравится безумно эта карта. Раньше брали Императрицу в Голема, сейчас как бы это не актуально. Сейчас Императрицу берут в основном в гончую. Ну, классная карта. И наземную сейчас версию Императрицы прожал Андрес. Я бы сейчас гончую, наверное, с центра закинул, но Андрес ее скидывает с фланга. Надо атаковать, потому что до конца поединка буквально 50 секунд. У нас сейчас будет, конечно, мощная атака. Подкидывается еще рекруты, подкидывается таран. Соперник все кинул в атаку. Боится он, что не сможет защититься, поэтому он делает ставку на атаку. Нужно нам, наверное, шарик подкидывать сзади. Но даже если мы сзади не подкинем шарик, то может зарешать Императрица. Вот он, шарик полетел. Прожимается сразу шарик, уничтожаются мини-генераторы. Ой-ой-ой, там щенки просто бездумно наваливают, и на вышке остается 434 хп. Вот в этом поединке Андрес гончую, по-моему, буквально 2 раза поставил, и обе эти проходки были просто идеальные. И в итоге мы близки к победе. Последние атаки у соперника. Но все, даже вот такую, казалось бы, неприятнейшую колоду, можно даже сказать контру, потому что сложно нам контрить землю, мы обыгрываем просто без шансов. Ну реально великий уровень игры от Андреса. Ну и, кстати, друзья, я уже неоднократно вам говорил в этом видосе, что раньше был такой игрок, как Карл the Legend, а у него, кстати, был еще один из аккаунтов, назывался он Карл the Boss. А тут у нас Андрес the Boss, так что, возможно, они какие-то кореша или даже, не знаю, родственники. Возможно, они как-то взаимосвязаны, я не знаю. Но тут нам попадается очень интересная колода с гиг-скелетом, и, скорее всего, там тоже будет шарик. Но пока что шарик закидываем мы, закидываем у нас фриз в защиту, но фриз сопернику не поможет. Долетает у нас шарик, но это походу одна тычка. Надо сейчас контрить этого гиг-скелета. Старт поединка просто идеальный. Я не знаю почему, но сейчас в Clash Royale реально популярны шарики и популярны гончие. Много дек чисто шариками, много дек с гончими. Вот почему такая мета. Хотя гончая вот никогда не была испокон веков в Clash Royale мега какой-то популярной. Сейчас опасная атака у соперника, но в принципе для Андреса это совершенно не опасно. Дракончики все дело законтрили. Естественно, что Андрес не берет себе геройское надгробие. Геройское надгробие это полный провал. Со способностью в 6 эликсира, я не знаю, нужно быть просто каким-то дураком, чтобы в колоду себе взять геройское надгробие. Хотя изначально были такие предположения, что возможно оно как-то в гончую впишется, но нет. Это полная лажа, а не карта. И уже, по-моему, подтверждено, что в следующем сезоне у геройского надгробия стоимость способности уменьшит с 6 до 5 эликсира. Но вот сейчас у нас, кстати, Андрес допустил серьезную ошибку. Неудачно, походу, он поставил надгробие, соперник еще юзает свой фриз, и шарик сносит вышку. Ну как сносит, 66 хп остается, блин. Злится Андрес. Но вот реально, такой легкий поединок, казалось бы, был. Я вам рассказывал байки про геройское надгробие бесполезное. И тут Андрес, видимо, тоже заслушался мою историю и допустил такую грубейшую ошибку. Ну ладно, тем интереснее будет. Хочется же каких-то конкурентоспособных поединков. А так бы в одну калитку бы разнесли этого соперника. Итак, эволюция Пламика сейчас у нашего оппонента. Вцепилась она в гончую. Но я до сих пор не понимаю эволюцию Пламенного Дракона, потому что вот некоторых юнитов она просто за секунду уничтожает, а с некоторыми очень долго возится. Это эволюция Пламенного Дракона. Я не знаю, почему с этим связано. Итак, снова мы закидываем гончую.
Пламика мы до сих пор никак не убьем. Уже у соперника 2 пламенных дракона. Надо с ними кончать. Соперник пытается их сохранить. И вот она летит у нас гончая. Наконец-то мы этих пламенных уничтожаем. Сзади подкидывается эволюция Валькирии. Надо еще подкинуть шарик. Ну и скорее всего сейчас это будет победа. Я не вижу у соперника шансов на защиту. Ну, летучие мышки. Ну что, чем тебе помогут эти летучие мышки? Закидывается у нас фриз защиты. Уже паника у соперника. Наземная форма императрицы подключается в атаку. Но чудом он там держится. Ну, хотя нет. Это все-таки минус вышка. Ну, короче, легкая победа. Просто была одна ошибка. Ну что, полетели дальше. Сегодня у нас очень интересные поединки. Быстрый, динамичный, много снесенных вышек. Ну и, по-моему, практически все бои заканчиваются за 3 минуты. Только одно противостояние у нас затянулось. Я не люблю, когда поединки длятся по 5 минут и все там решается по снесенным ХП. Просто такая вот стерильная защита. Я люблю именно такие вот яркие размены, много снесенных ХП, много снесенных вышек. Это моя стихия. Но тут точно будет что-то подобное, потому что у нас поединок против эликсирного голема с ночной ведьмой и с электродраконом. Полетел у нас неплохой фаербол, но проблема в том, что электродракон от фаербола выживает. Тем более, что ему недавно добавили ХП в изменении баланса. Электродракон сейчас стал более живучим, чем раньше. Пытается выжить у нас Андрес, но это было сделать здесь нереально. Та вообще колода настолько неприятная у соперника, что, мне кажется, шанса у нас здесь будет маловато. Раньше вообще считалось чем-то зашкварным играть с эликсирным големом. Сейчас, конечно, это не так, но один период эликсирного голема все прямо ненавидели, считали чем-то таким анскильным. Да, вышку мы здесь, к сожалению, не сносим, это всего лишь минус полбашни. И вот в одном сезоне, где-то, по-моему, в 2021 году, один игрок, или в 2020 году, был такой первый случай, что игрок с эликсирным големом взял топ-1 мира. И тогда, конечно, это была сенсация, потому что ту карту тогда не очень так воспринимали. Потом этот трюк повторила Набан, по-моему, он тоже с эликсирным големом брал топ-1 мира. Но, в принципе, до сих пор эта карта вызывает такие вот смешанные чувства. Немножко такая анскильная она кажется, потому что и немножко нечестной кажется этот эликсирный голем, потому что он себе очень много позволяет за относительно дешевую стоимость. Мы пытаемся сейчас проатаковать, императрица духов живет, гончая живет, и надо, наверное, не знаю, шарик подкидывать. Давайте поддержим Андреса. И смотрите, что делает хитрый соперник. У него, кстати, в колоде гоблинское заклинание, этот зелененький ананасик, и он немножко гоблинов наколдовал. Я тоже до сих пор не понимаю это заклинание. Вот есть такие несколько карт в Clash Royale, которые я до сих пор не понимаю. Их механику полностью. Например, Гоблинштейна я до сих пор не понимаю его механику, как он кидает свою молнию через всю площадку. Я не совсем понимаю смысл этого гоблинского заклинания. Не знаю, никогда с ним не играл. Но, в принципе, оно очень сильно может зарешать. Но тут немножко у нас зарешал Андрес. Пока я снова рассказывал вам сказки, все-таки снес он вышку. И поединок у нас продолжится. Активно поддерживает соперника. Но, блин, сравнялись мы по вышкам, но все равно я даю предпочтение именно оппоненту. Сейчас я представляю, сколько он всякой дряни накинет. Еще гоблинское заклинание он прожимает. И смотрите, сколько сейчас будет гоблинов. Мне страшно представить. Ой-ой, куча гоблинов. Подкидывается армия скелетика в эволюции. Подкидывается эликсирный голем и эволюция Валькирии. Нам бы помогла, но тут обычная Валькирия, и поэтому это минус вышка. Ну такая, блин, неприятная колода, просто бред. Ну что, друзья, после прошлого поединка мне на ум приходит только одна фраза. Ugly deck. Надо просто руки после этого помыть. Ну а теперь давайте смотреть поединок против чего-то более приятного и метового. Это у нас Мортира с бочкой со скелетиками, с разбойниками. Я не знаю, какая там именно вариация. Хотя понятно, какая вариация. Просто есть сейчас еще вот такая вот Мортира с героем вышибалой. Но это более олдскульная вариация именно с повозкой с пушкой. Ну, не знаю, блин. Мортира очень неприятная дека. Лично я с големом вот этой вариации частенько сливаю. Не знаю, для голема она настолько неприятная. Посмотрим, как будет против гончей. Закидывается бочка со скелетиками.
Решил у нас Андрес пропустить урон, хотя я бы сейчас бы защищался, но он что-то знает больше. Ставится мортира вот так вот наглую, я не знаю, есть там фаербол, конечно. Фаербол полетел, но стоило ли сейчас так ставить мортиру? Хотя, с другой стороны, 2 тычки прошло, а может быть и стоило, чуть-чуть гончую задержали. Подкидываем сзади шарик, и как соперник будет все это дело контрить. Ставятся у нас разбойники. Кстати, эволюция разряда, можно разбойниц полностью уничтожить. И прожав шарик, разбойниц тоже можно уничтожить. Вот этом плюс, конечно, геройского шарика. Так, вышку сопернику мы сносим, но это далеко не победа, потому что у нас самих осталось 687 хп, так что, скорее всего, это будет размен по сторонам. Понятное дело, что Андресу нет смысла здесь защищаться, пропускает он урончик. Ну и сейчас нужно ставить еще раз гончую. Ну, в принципе, наверное, правильно сделал все Андрес. Он пошел такие размены по сторонам. Как раз против гонча вот так вот действовать и нужно. Соперник начинает жестко пушить, понимает, что у него много наземных карт. У нас, как я уже говорил, всего лишь Валькирия плюс надгробие. Понятное дело, что сложно нам контрить землю. Но от соперника наземных карт куча, он будет этим пользоваться. Кстати, сейчас он так вот пренебрежительно забил на оборону. Дракончики наваляли. Ставит он мортиру, закидывает он бочку со скелетиками. Ставка у соперника именно на атаку. Он хочет просто как можно быстрее добить нам вышку. А вот на защиту оппонент немножко забил. Там буквально 2000 хп. Ставится у нас повозка с пушкой. Мы ее словили вроде бы. Да, повозка с пушкой лупит по главному зданию. Нужно сейчас законтрить эту бочку со скелетиками. Но сложно нам гончую поставить. У нас просто нету возможности сейчас эту гончую поставить. Потому что на нас сразу пойдет и повозка, и разбойники. И все, мы сразу отлетим. Поэтому правильно все делает у нас Андрес, он просто защищается. И вот, наконец-то, походу, наш герой находит повод, чтобы поставить гончую. Пушка с центра, ой-ой-ой, пропускаем пушку, надгробие не спасает, ребята. Фух, ну смотрите, блин, какой урон прошел. Гончая полетела на боковую вышку, кстати. Я думал, на главное здание полетит. Подкидывается шарик, ну должны мы сейчас выигрывать. Но пушку мы пропустили вот так вот неприятненько. Ну что, шарик долетает. Сейчас очень решающий момент. Да, это, ребятки, победа. Но обыграли мы такую метовую мортиру, но это было очень непросто. Ну и на десерт давайте посмотрим поединок против Доминика, который, судя по всему, где-то брал топ-1 мира. Вы видели, какие у него иконки красивые? 2 иконки, на которых написано топ-1. Я не знаю, именно в ладере это было, либо в каких-то турнирах, надо потом уточнить. Но, кстати, я знаю такого игрока, как Доминик, это, по-моему, тоже лавовод. Достаточно такой известный. Так что битва у нас лавоводов, битва 2 разных вариаций, у соперника вариация с клеткой, у нас вариация с надгробием, пропустили мы этого гоблина немножко. Но смотрите, кстати, хороший сейчас урон прошел. Старт поединка явно за Андресом. Наказывает он топ-1 мира. Андрес тоже хочет так высоко подняться, но пока что лучший результат у нашего героя топ-200 мира, ну, по окончанию сезона. Так, для соперника все началось очень так неприятно. У него интересный ник My Doom is KR. То ли мои страдания Clash Royale, то ли мой дом Clash Royale. Ну, короче говоря, прикольный клан у Доминика. Надо ему гончую ставить, смотрите. Последняя карта там гончая, по идее. Хотя я не понимаю, что это за колода у соперника. Гончая, без шарика, без императрицы духа. Вот что это за дека? Либо там просто последняя карта шарик. То есть я почему-то не врубился, что там за дека у Доминика. Ну ладно, мы идем в атаку. Очень агрессивно у нас играет Андрес в этом поединке. Просто пушит и пушит. Да, это гончая. И, наконец-то, вот она гончая у Доминика полетела. Но реально это какая-то бредовая колода. Извините, я, конечно, никто, чтобы оценивать топ-игроков, тем более, которого там первое место где-то занимал. Но это бредовая колода, как по мне. Просто гончая, там ни шарика, ни шахтера. Я не знаю, на что Доминик рассчитывает. Ну, пока что он, честно говоря, без шансов проигрывает. И он понимает, что это поражение, он просто сдается. Поэтому Андресу сейчас ничего не остается, как просто этого Доминика выносить на трешку. Вот такой у нас сегодня, друзья, ролик получился. Пишите в комментарии, каких вы еще игроков легендарных помните, за кем скучаете, интересно почитать ваше мнение, про какие колоды хотите еще ролики. Поэтому, не знаю, у меня сегодня такая вот немножко ностальгия.
Поэтому, не знаю, пишите, пообщаемся. С вами был Леджа, всем пока.